Всем привет! Итак, в этом видео я бы хотел вам рассказать о китайском ноутбуке, который забрал у меня $250. Но и это еще не все. Этот ноут во время тестирования сломался. Потом мне еще пришлось разбираться с температурой железа. Она поднималась до 100 градусов. И все это было, секундочку, с новым ноутбуком с AliExpress за $2000. В общем и целом, я впервые сталкиваюсь с таким странным продуктом. Обычно китайцы явно стараются сделать все довольно дешево и аккуратно, но, видимо, мне лично не повезло в этот раз. И пришлось лечить сей ноут, и называется он Zira от компании Tanzer Robot. Если честно, я впервые имею дело с продукцией этой фирмы. Я уже знаком с различными компаниями вроде Механики, Хаси, MyBenben, Haier и прочими китайскими продуктами, но вот Tanzer Robot для меня это что-то абсолютно новое. В этом видео мы протестируем, разберем данный аппарат, сделаем небольшую прокачку, даже проверим, сколько можно майнить на этом железе, оценим прибыль, и раз уж мы затронули тему крипты, то становится актуальным вопрос безопасности, скорости и цены при обмене криптовалют. И тут я бы хотел рекомендовать своим подписчикам бесплатный интернет-сервис BestChange. Если вкратце, то это удобный и безопасный сервис, позволяющий находить обменные пункты с наиболее выгодными курсами. И BestChange работает уже более 14 лет на этом рынке. Безопасность при финансовых операциях в сети — это очень важно, поэтому BestChange тщательно проверяет обменные пункты перед добавлением их в свой список, внимательно следит за репутацией обменников и поддерживает клиентов в спорных ситуациях. Для этого на сайте имеется поддержка, и ребята без проблем решают вопросы, оказывают помощь при возникновении репутационных и финансовых претензий. В общем и целом, если вы уже занимаетесь криптовалютой или планируете начать майнить и уже после совершать операции по обмену криптовалюты, то сервис BestChange станет очень вам полезен, как и для большинства тех людей, кто уже давно им пользуется. Рекомендую, ссылочки смотрите в описании под этим видео. Ну а мы вернемся к теме нашего видео. Итак, сам ноут Zira довольно мощный. Внутри у нас i7 11800H на 8 ядер, 16 потоков, далее 16 оперативы на частоте 3200. Потом у нас идет SSD накопитель на 1 терабайт и видеокарта RTX 3060. Все это железо собрано, как и 99% всех китайских ноутов, на базе корпуса Cleva. То есть такой дизайн вы сможете встретить среди разных китайских компаний, но тут Tanzer Robot малость решили отличиться и покрасили корпус в серый цвет и сделали еще на корпусе такие, знаете, принты и прочее. В общем, внешний вид у ноута действительно интересный, есть даже подсветочка тыльной части, все это довольно несложно настроить под нужный вам цвет, но уже тут я, кстати, нашел небольшую помарку на задней части. Один из светодиодов светил неверным цветом. Видимо, там что-то внутри коротнуло или просто заводской брак, я абсолютно без понятия, но в любом случае это можно хотя бы замаскировать под красную подсветку, и не будет этого уже видно. Но окей, едем далее. Что насчет экрана, то тут я хочу заметить один из самых лучших IPS дисплеев на 165 Гц с разрешением 2,5К, то есть 2560 на 1600 пикселей и стандарта 16 на 10, отчего сам экран кажется, знаете, чутка вытянутым вверх, почти квадратным. Тут очень классная, кстати, матрица, у нее фактически нет засветов и очень сочные, насыщенные цвета. И, наверное, сам экран и внешний вид — это самое приятное, что есть в этом ноуте, потому что далее я начал тестировать ноут, и у него уже буквально на второй день перестал работать, то есть перестал заряжаться аккумулятор. Ёлки-палки. Да, просто без видимых причин не идет подзарядка, и таким образом он полностью разрядился в ноль и больше не включался. Все на этом. И, разумеется, я подумал, что возможно здесь проблема с блоком питания. Мало ли там, не знаю, передавил провод случайно. В общем, ничего более умного я не придумал, как заказать новый блок питания точно с такими же параметрами, но он от компании HP. Купил я, в общем, так или иначе сей блок питания за $100, подключил его к ноуту, и, конечно же, он не заработал. То есть, таким образом, я всячески, знаете, хотел избежать всяких там ремонтов, чтобы не разбирали сам корпус, что-то там, не знаю, паяли, но, видимо, дело вовсе не в блоке питания, а таки действительно сломался коннектор внутри ноута, в который и вставляется зарядка. Короче, я решил понести ноут в ремонт, нашел там мастерскую одну барыжную, взяли с меня $150, что примерно 6000 гривен или 10 000 рублей, и, в общем-то, да, уже после этих всех манипуляций, потраченного времени, понятно,
понятное дело, я вернулся домой, включил эту машину и, конечно же, заработал данный ноут. Однако при этом, еще раз напомню, на блок питания и ремонт с зарядкой в сумме я потратил 250 баксов. Я сообщил, кстати, компании китайской до этого, что с ним есть вот такая вот проблема, и, видимо, сломалась зарядка, и они прочитали как бы мое сообщение, и все на этом как бы ничего мне не ответили. То есть заменить его как бы не было у них желания, да и просто они абсолютно потерялись. Не знаю, возможно, там менеджер забыли мне ответить или что-то там случилось у них в компании, но как бы я решил эту сложность уже самостоятельно, и теперь давайте все-таки посмотрим, запустим что-то на этом Zero, и начнем мы сразу с тяжелых тестов. Это, конечно, Киберпанк на ультра с трассировкой лучей в режиме ультропроизводительность в разрешении 2,5К. Итак, друзья, в целом у нас как бы отличный результат. Есть почти стабильный 50-60 FPS. Это, еще раз напомню, ультра настройки с лучами. Можно было даже сказать, что это замечательно, но есть одно небольшое но. Это температура железа, и она поднимается местами до критических 90-100 на процессоре. И это прям очень высокая температура для ноутбука на далеко не самом супермощном процессоре в мире. Плюс к этому очень сильно шумит сам ноут от таких высоких температур. И вертушки в корпусе, ну просто лютые турбины, от чего сидеть перед ним прям без наушников просто невозможно. Ничего не слышно, ни людей, ни происходящего на экране. Короче, я решил раскрутить ноут, хотя он и так уже был раскручен после ремонта, и посмотреть, что же там находится внутри, что за система охлаждения, раз он как бы выдает такую температуру под сотку. И тут меня ждали сразу 3 интересных сюрприза. Во-первых, SSD накопителя было 2 штуки, то есть 2 500-ки, что странно, а не один. Видимо, китайцы решили сделать RAID массив, чтобы ускорить накопители. Далее меня удивило, что действительно очень приличную сделали внутри схему охлаждения. Там были и 3 медные тепловые трубки, 2 крупные, то есть 2 крупные вертушки и медные пластины. И это странно, почему даже с таким охлаждением почти сотка температуры. В общем, я решил снять ее полностью, эту систему охлаждения, посмотреть, что там находится под ней. И вот тут я примерно и понял, в чем же причина. Тут просто утопили видеочип и процессор в дешевой термопасте. И сами прокладки на видеочипах, они тоже очень какие-то, знаете, вот китайские, если так выразиться. То есть термообмен между пластиной и железом явно требует, чтобы его чуть-чуть подправили. Все же не так криво и наплевательски это все сделали. И я таки решил исправить данную ситуацию. Сперва зачистил все это месиво из термопасты и нанес новую, не самую дешевую, очень аккуратно тонким слоем нанес. И также заменил термопрокладки на видеочипах и силовых элементах на более качественные. Короче, все это мне обошлось абсолютно ничтожные копейки, но теперь я вернул уже все обратно эту пластину, очень крепко закрутил я, чтобы был прямо, знаете, плотный контакт с пластиной, и снова запустил Киберпанк, и, о чудо, есть небольшой все-таки, но есть результат. Еще раньше, если помните, местами мы видели температуру 95-100, то теперь сейчас по некоторым ядрам поднимается примерно в среднем до 85-90, что примерно на 10 градусов меньше, а для ноутбуков 10 градусов это уже очень важные цифры, ведь частота процессора уже не тротлится из-за температуры и держится абсолютно на частоте 4200, а не скачет, скажем, там 3700, 400 и так далее. Это важно для максимальной производительности. Плюс к этому шум от ноута стал заметно меньше, все-таки там уже не критическая температура, и вертушки работают не на 100%, а на 80% примерно. Вот такая история. Ну а дальше я тоже запускал там различные проекты, среди них были там сетевые Counter-Strike и Rainbow Six, были также Final Fantasy и Dying Light вторая часть, и все они запускались на ультра в нативном 2,5К, и результат довольно-таки разный. В некоторых проектах были там 60 FPS, в сетевых были 160, но в целом таки, знаете, вот отличная производительность за эти денежки, причем отличное железо, отличный экран, все супер, но вот чтобы добиться таких результатов, пришлось, конечно, потратить личное время, заниматься ремонтами, разбирать железо, менять термопасту и так далее. Возможно, мне лично так не повезло, и мне просто как бы, ну, попалась такая модель, и возможно, просто это типичный заводской брак, и я бы честно все-таки поставил этому ноуту 10 баллов из 10, если бы не история с ремонтами и прочим. Сейчас же этот ноут стоит на Али 120 тысяч с копейками, и ему абсолютно нет равных по этой цене. Типа там вот среди брендовых MSI или HP они стоят 135-40, но я бы лично все же обратил ваше внимание уже на новые модели Tanzer Robot. Там все же цена уже все та же 120, но теперь уже с процессором 12 поколения на 4
14 ядер, и сам экран теперь уже на 17 дюймов 144 Гц. И, наверное, они уже, я думаю, скорее всего, получше будут качеством, чем эти Zero. И там и температура, я думаю, будет поменьше. Но в любом случае, китайские ноуты все еще очень интересны по своей цене. Но вот бывают, конечно, с ними вот такие сложности, с которыми я лично столкнулся. Просто мне не повезло. На этом у меня все, друзья. Увидимся уже скоро. До новых встреч. Пока-пока.